Ребят, всем большой привет, меня зовут Фил, канал Честный Блог. Я переставил свою основную карточку в новой Galaxy S22 Plus. Ультра-версия до меня пока не дошла, маленькая версия тоже, но зато есть плюс-версия. И я уже походил с этим смартфоном больше одного дня и хочу вам рассказать свои первые ощущения. Небольшой спойлер, на самом деле отличий от 21 серии не так много, но при этом есть о чем рассказать. Это и новый процессор, это и классный экран, это и камера, это и обновленный дизайн и, конечно же, фотокамера. Кстати, я сейчас готовлю сравнение с iPhone 13 Pro и сегодня я вам покажу некоторые фотографии, которые являются очень важными в рамках этого сравнения, но, естественно, у меня выйдет полноценное видео. И еще я делаю сравнение сейчас с Galaxy S21 Fan Edition, который вышел на Snapdragon. У них очень близкие характеристики, у них очень близкая мощность, но при этом цена очень сильно отличается. Здесь там 90 тысяч рублей в среднем, S21 Fan Edition можно найти за 40 с лишним тысяч рублей. Кстати, если нужно сделать сравнение с пикселем, может быть, OnePlus 10 Pro или еще что-то, напишите, пожалуйста, в этом комментарии. Короче, это новый Galaxy S22 Plus. Меня зовут Фил, канал Честный Блог. Погнали! Я хочу начать с внешнего вида, хотя, может быть, стоит поговорить сразу о камере, потому что, во-первых, это всех интересует, а во-вторых, тут я могу сказать, что есть небольшая преемственность от iPhone. Ну ладно, что именно, расскажу чуть попозже. Внешний вид. Я присутствовал на презентации, я уже делал видео про серию S22, S22 Plus, S22 Ultra. Я вот здесь оставляю ссылки, переходите, посмотрите. Я могу сказать, что на презентации все выглядело немножко иначе. Знаете, мне показалось на презентации, что все было немножко игрушечным, что ли. А здесь ты берешь в руки, и он монолитный. Да, на самом деле он в руке лежит очень хорошо. Я бы даже сказал, немножко странное ощущение. Знаете почему? Потому что Samsung стал с острыми краями. Казалось бы, да, Samsung всегда была круглым. Samsung вообще является той компанией, которая привнесла в моду вот эти очень плавные линии в дизайне. Все, теперь углы достаточно резкие. Нет, это не как в iPhone, прям максимально плоские. Тут есть небольшие закругления, но они лишь по бокам. Но зато Samsung отказался от пластика. Да, вы помните, раньше у нас в младших моделях были пластиковые крышки, и все это хейтили. Теперь здесь стекло. Corning Gorilla Glass, Victus Plus и спереди, и сзади. И мы знаем, что оно на самом деле бьется ничем не хуже, чем прошлогодний. Говорят, что даже лучше, чем Corning Gorilla Glass Victus. 195 граммов весит, диагональ 6,7 дюймов. В руке лежит хорошо, но я уже сказал, немножко другие ощущения, рисковатые все-таки грани. Мне, честно говоря, нравятся больше такие полукруглые. Именно поэтому мне не очень нравится iPhone, ну, за счет вот этих резких граней. И за счет этих резких граней не ощущается толщина, ведь он достаточно тонкий, 7,6 мм. Здесь есть влагозащита IP68, кнопка включения громкости находится под большим пальцем, мне это нравится, а также есть сканер отпечатка пальца. Значит, смотрите, по первым ощущениям, что могу сказать про сканер? Он работает как будто бы побыстрее, чем в предыдущем, точно быстрее, чем Galaxy S21 Ultra. Он у меня на руках есть, поэтому я могу сравнить. Да, работает быстрее, регистрируется быстрее, разблокировка по лицу, мне кажется, особенно быстрее не стала. Это вообще, знаете, странно, потому что я беру любой китайский смартфон, ну вот, например, только что ходил с Nord 2 SE, и вот я его включаю, и он моментально разблокируется по лицу, просто раз и все. Samsung вечно о чем-то задумывается. По бокам у нас алюминий. Ну и экран. Экран классный, очень здорово, что небольшие рамки. Экран, кстати, плоский, я знаю, что это очень многие любят. Снизу максимально минимальный подбородок, он ровно такой же, как и весь экран. То есть Samsung дошел до уровня iPhone, да, спустя несколько лет и выпустил смартфон, который по кругу имеет одинаковую рамку. Правда, на iPhone рамка, наверное, в 2 раза больше. Но это я говорю про 13 Pro. 6,6 дюймов диагональ, динамик 2X AMOLED. Здесь максимальная яркость 1750 нит, точно так же, как и в Ультре, и это очень ярко. Я могу сказать, что проблем с яркостью у вас вообще никакой не будет. Очень яркий, контрастный, классный самсунговский дисплей. И вроде как это не LTPO. Это интересно, да, потому что в некоторых смартфонах, например, Xiaomi 12 Pro, там уже LTPO версии 2.0, а здесь вроде как не LTPO. LTPO это когда смартфон может менять частоту экрана от 1 до 120. Ну, по крайней мере, так заявляет производитель, да, от 1 до 120. И на этом смартфоне частота меняется от 24 до 120. 24 это легко узнать, если зайти в настройки разработчика и включить отображение частоты. Вот прямо сейчас у меня статичная картинка 24 кадра в секунду. Как только я прикасаюсь к смартфону, включается 120. Естественно, здесь работает Always On Display. Это активный Always On Display. Если прилетает уведомление, вы кликаете на иконку, у вас открывается само приложение. Это очень удобно, у других производителей такого нету. Всем, конечно, было интересно, что же у нас с процессором, друзья. Хочу вам рассказать вот что. Exynos 2200. В прошлом году был 2100. Ну и, соответственно, в другой части света, в Америке, Snapdragon 8 Gen 1. Я наверняка попользуюсь еще и
и Samsung на Snapdragon 8 Gen 1, и наверняка запишу сравнение. Но что здесь важно, друзья? Важно, что на самом деле по цифрам прирост крайне небольшой. Наверное, это не очень хорошо, да, потому что все ждали от нового процессора, от сотрудничества с AMD, чего-то очень классно. Все-таки 4 нанометра, новые технологии, но на самом деле нет, этого нет. Вот я запустил, например, Antutu 846 тысяч баллов и нагрев до 48 градусов. Или вот еще 818 тысяч баллов, нагрев до 42 градусов. То есть, если сравнивать со Snapdragon 8 Gen 1, это примерно процентов на 10 меньше по производительности. Ну, понятное дело, что одно дело это цифры, другое дело это реальная жизнь. Реальная жизнь такова. Раньше Samsung был быстрым, сейчас он остается быстрым. Я уже могу точно сказать, что я давно не вижу разницы между топовыми смартфонами. OnePlus 9, OnePlus 10 работают абсолютно одинаково, да я бы сказал, даже и OnePlus 8 работает очень быстро. Samsung тоже. 21, 22 работали очень хорошо, но с фризами, и здесь эти фризы тоже остаются. Главный фриз, который достаточно часто вылетает, это когда ты просто делаешь свертывание приложения, то есть переходишь на основной экран, и вот ты видишь эту лесенку анимации. Почему Samsung не могут справиться с этой, казалось бы, очень простой ситуацией, я не знаю. Уверен, что это пофиксят какими-то апдейтами, потому что на S21 Ultra у меня такого нету. Здесь я это прямо заметил, прямо бросилось в глаза. По тротлингу вы сейчас видите ситуацию на экране. 348 тысяч гипс максимум, 212 минимум, средний 298 тысяч. Нормально. Тротлинг есть, он не такой глобальный, опускается где-то на 20% после 10 минут. Это 100 потоков 20 минут. Я бы сказал, что основное, что радует, это не очень большой нагрев. Ну, то есть он такой в рамках разумного. Безусловно, температура поднимается свыше 40 градусов, когда вы запускаете Call of Duty, когда вы запускаете Genshin Impact, но не так, чтобы проблематично. Опять же, более долгое использование даст понять, насколько на самом деле новый процессор силен. Кстати, если на Galaxy S22 Plus вам денег не хватает, а хочется что-то, и желательно на 8 гигабайт оперативной памяти, но при этом за 11 тысяч рублей, на Алиэкспрессе сейчас большое количество скидок, в том числе и на интересную новинку от компании Blackview. Представляете, за 11-12 тысяч рублей вы покупаете телефон, у которого конфигурация 8128. И я уже молчу про то, что она похожа на iPhone 13, процессор Snapdragon 660, есть очень прикольные расцветки, в том числе и радужная. В Antutu смартфон выдает спокойные 145 тысяч баллов. Это решение нельзя назвать игровым, но для соцсетей, для Инстаграма, WhatsApp и всего остального то, что надо. Основная камера на 20 мегапикселей — это Sony IMX376, фронтальная на 8 мегапикселей. Ну и батарея на 4380 мАч. На борту у нас 11 Android, есть отпечаток пальца, возможность подключения OTG, использование двух сим-карт. Ну и, конечно же, в комплекте есть адаптер питания. В общем, я внизу оставляю ссылочку на Blackview A95. Переходите, посмотрите. Компания Blackview сильно развивается и представляет новые смартфоны регулярно. У нас здесь стоит 12 Android и стоит One UI 4.1. Я уже говорил, что пока не вижу разницы между 4.0 и 4.1. Вы знаете, на презентации, когда я пользовался смартфоном, мне казалось, что у меня был другой сэмпл, потому что я вибро-то прочувствовал только сейчас. Да, вибро здесь на самом деле неплохое. Ну, давайте так, не на пятерку. На пятерку у Xiaomi 12 Pro или у OnePlus 10 Pro, у Pixel 6 Pro это тоже на пятерку. А вот я бы сказал, здесь, знаете, пятерка с минусом, либо четверка с плюсом. Выбирайте, что вам больше нравится. Но точно могу сказать, что она лучше, чем первое впечатление, которое у меня были примерно там 2 недели назад. Мне еще нравится, что это вибро соединено с системой, то есть когда ты что-то делаешь, у тебя вибро отрабатывает в разные стороны, перемещаешься ли ты по экрану, меняешь камеру и так далее. Тык-тык-тык, эти постукивания есть на протяжении использования, это круто. Стереозвучание хорошее, мощное, классно, но давайте, чтобы мы просто так не были голословными, Galaxy S22 Plus прямо сейчас против iPhone 13 Pro. Кстати, это будет звучать моя композиция, если она вам понравится, я вот здесь оставляю ссылку, переходите, посмотрите. Ну, напишите, пожалуйста, друзья, что вы думаете по поводу звучания. Есть версия на 8128, 8256. К сожалению, нет версии на 12 гигов. Внутри UFS 3.1 и быстрая память LPDDR5. Ну вообще давайте так. Samsung, понятное дело, что внутри запихнул максимально топовую начинку. Чего тут говорить. Слава богу, проапгрейдили даже зарядку. Теперь она 45-ваттная. То есть она быстрее, чем в прошлом году 25 Вт. Но вы знаете, что в комплекте у нас нету такого адаптера, поэтому вам его нужно покупать отдельно. Но зато в комплекте у вас есть что? Правильно. Хотел сказать чехол. Не чехол, чехла тоже нет. Есть
кабель. По аккумулятору я могу сказать так, что я думаю, что он стал процентов, знаете, на 20 или на 15 поинтереснее. Причем в других обзорах люди говорят, что их не очень устраивает работа аккумулятора. Я могу сказать, что, прошлый Galaxy S21 Plus у меня не доживал до вечера. Вот, например, смотрите, у меня сейчас смартфон уже проработал 11 часов, из них 3 часа 3-4 минуты работы экрана, и еще остается 31%. То есть в целом у меня будет 5-6 часов работы экрана. Это очень хороший результат. В прошлом году это было 3-4 часа работы экрана. Это, честно говоря, был ахтунг. В этом году и аккумулятор стал быстрее работать, и дольше стал работать. Но, естественно, когда я побольше покажу с этим смартфоном, я вам расскажу уже более детально, как работает аккумулятор, но пока он меня радует. Это с учетом того, что я постоянно делаю фотографии, тестирую смартфон и так далее. Снизу, кстати, у нас очень быстрый USB Type-C 3.2 и, естественно, есть функция подключения флешки. Ну а сам аккумулятор у нас на 4500 мАч. Беспроводная зарядка у нас 15 Вт, реверсивная зарядка 4,5 Вт. Это очень медленно, но немножко подзарядить свои часики или наушники можно без проблем. Естественно, у нас на борту NFC, но я напомню, что раньше у Samsung была классная функция, это эмуляция MST, то есть магнитной карточки. Теперь этой функции нет, начиная с S21. Кстати, цветов очень много у этого смартфона, и если заказывать его через официальный сайт, то там еще есть какой-то и красный вариант и так далее, то есть прямо необычно. У меня такой зеленый. Я могу сказать, что когда ты смотришь на него вживую, он выглядит гораздо лучше, чем на картинках. На картинках ты такой думаешь, нахрен мне зеленый смартфон. Вживую ты берешь, такой думаешь, прикольный зеленый смартфон. Ну и по камерам у нас. Основная камера на 50 мегапикселей, у нее есть оптическая стабилизация. Это Samsung Gen 5, так называется сенсор. И этот сенсор, кстати, дебютировал именно в Galaxy S22. Он, кстати, есть еще у Vivo iQOO OO9 Pro. Есть возможность снимать 8К, 4К 60 кадров в секунду. 4К 60 кадров в секунду можно снимать на основную камеру, на широкоугольную и на телевичок. Здесь у нас трехкратное увеличение. Камера на 10 мегапикселей, ультраширик здесь на 12 мегапикселей. К сожалению, осталась особенность прошлого года. Если начинаешь снимать в 4К, то ты не можешь переключиться на какой-то другой модуль. Вот начал на основную камеру снимать, все, теперь в ней снимать. Например, OnePlus умеет переключаться во время съемки в 4К 60 кадров в секунду. Вроде как кто-то еще. iPhone, кстати, по-моему, нет. И помните, в начале видео я говорил, что iPhone вносит свои правильные коррективы. В прошлом году, когда компания Apple представила свой кинорежим, меня заинтересовала та штука, что там можно было снимать как на основную камеру с размытием заднего фона, но это на самом деле выглядит немножко шляпно, потому что киноэффект не такой. Киноэффект — это когда ты снимаешь с увеличением. И там был как раз таки вариант снимать с трехкратным увеличением. Вот тогда уже картинка становилась такой киношной. Samsung тоже молодцы. В прошлом году у них было только однократное увеличение с размытием заднего фона. Теперь, если включить кинорежим, точнее у Samsung это называется портретное видео, можно делать переключение как раз таки с основной камеры на телевичок. Тоже дает особый эффект важный. Ну и что касается сравнения, давайте я вам сейчас покажу несколько фотографий, которые я уже сделал в сравнении с iPhone 13 Pro. Честно говоря, могу сказать, что в основном мне больше понравился iPhone. Я думаю, что, во-первых, давайте так, у нас здесь сырая прошивка, и можно, не знаю, оправдывать еще Samsung, не суть. Суть в том, что камеры, конечно же, достаточно близки, но в основном в вечернее время суток, а именно тогда хорошо проявляют себя возможности камеры, iPhone был все-таки поинтереснее. Он и желтизну убирал, когда Samsung делал желтую картинку, желтый снег, желтое все вокруг, iPhone раз и желтизну убирает. Он и деталей давал побольше, как на основной камере, так и на телевичке. И вот только широкоугольная камера, мне показалось, что на Samsung поинтереснее. В общем, будем ждать апдейтов, потому что я помню, в прошлом году на Galaxy S21 Ultra приходило, по-моему, порядка 10 апдейтов, и везде было написано, что проапгрейдили камеру. Так что ждем. То же самое и с Galaxy S22 Plus. Так что обязательно дождитесь следующего видео, когда я вам расскажу уже полный опыт использования этого смартфона. В целом, помните, да, цена 95 тысяч рублей. Блин, реально дорого, конечно. Очень все стало дорого. И я не могу вам сказать, что прямо этот телефон стоит таких денег. Понятное дело, что здесь есть небольшая переплата. Но у Samsung есть хорошие истории, вроде как ни у кого даже нету таких. Это трейд-ин, это система апгрейда и так далее. Когда ты платишь небольшую денежку или приносишь свой телефон в обмен на старый, доплачиваешь, ежемесячно платишь и так далее. Короче, есть всякие разные варианты пользоваться новым смартфоном. Поэтому, может быть, им стоит воспользоваться. В любом случае, пока еще нет необходимости бежать и покупать этот смартфон, можно посмотреть еще обзоры у других ребят и потом уже сделать какой-то свой вывод. Вот такая вот история. Первый день с Samsung Galaxy S22 Plus. В целом, если говорить так, в общем, понравился мне он или нет, я могу сказать, что да, понравился. Свежее ощущение, как он лежит в руке. Он быстрый и шустрый. Правда, не быстрее, чем предшественник, но по ощущениям я имею в виду. Камера не сильно проапгрейдилась, подождем и апдейтов, и сравнений, и всего остального. Вот такая вот история, друзья. Очень интересно узнать ваше мнение. А что вы думаете по поводу нового Galaxy S22 Plus? Не забывайте подписываться на канал, потому что впереди у нас большое количество видео про этот смартфон и про другие тоже. Меня зовут Фил, это Честный блог. Не болейте, всем счастливо и пока.